Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Что будет дальше? Но оттолкнемся мы от того, что было, что будет. Многие знают из вас этот расклад как цыганский, но вот, наверное, самые известные вопросы. Конечно, что было, имеется в виду, что было, что есть сейчас. От чего-то мы должны оттолкнуться, и это будет своего рода сигнификация, насколько вам подходит этот расклад, стоит ли смотреть дальше. А дальше мы спросим, что на пороге, что в доме. Такой вопрос зададим. Кто делает шаги навстречу? Или что само вот как будто нам идет в руки. Ну, а почему нет? Иногда бывают такие не случайные случайности. Что будет в поездках и в целом. Вот что будет дальше. Давайте будем узнавать. У нас сегодня колода метафорических карт 78 дверей. И мы можем, ну, вот так вот еще и подумать, поразмышлять, какие двери будут открыты для нас. Насколько человек может быть открыт, да, если, ну, по разным позициям. Давайте с вами узнаем. Итак, кто вы? Что в вашей жизни было, да, и что происходит прямо сейчас? Что нам расскажут карты? Какую историю жизни? Ага. Кто-то из вас, как, может быть, недавно познакомился, рыцарь кубков. Может быть, это вы куда-то собираетесь, это вы готовы уже к каким-то контактам. Да, карта не говорит о том, что двери для вас закрыты. Нет, вроде двери как открыты, но будь готов к неожиданностям. Все же у нас, посмотрите, вход в грот, да, и уже просматривается за вот этим водопадом. Но карта так предупреждает в плане неожиданностей, прежде чем мы туда попадем. Мы должны как будто принять холодный душ, поэтому это может быть где-то неожиданность. Но вы видите этот поток воды, а вот что будет за этим потоком воды? Ведь, в общем-то, не факт, то, что мы увидим, нам понравится. Возможно, это вы так реально уже оцениваете какую-то ситуацию, куда вам нужно поехать. Или конкретные контакты, развитие отношений. Может быть, уже какой-то человек проявился по отношению к вам. Может быть, это новый совершенно человек. Что от него ждать? Тоже непонятно. Давайте немножко дополним. Но явно тут есть какой-то контакт с человеком и ваша целеустремленность. Но вы сейчас не можете что-то просчитать наверняка. Но вот это было. Что еще было? Правда, тут нам историю личных отношений. И врата открыты. Посмотрите, к чему вы стремитесь, собственно говоря, да? Неважно, с кем вы там сейчас контактируете, или мы еще пока не знаем, что там с человеком, правда? Ну, может, раскроем, хотя тема нашего расклада, она именно что будет. Но, тем не менее, вы-то к энергообмену взаимному готовы. У нас двое детей, которые обмениваются подарками. То есть это где-то с надеждой на искренность, на откровенность, на вот этот взаимный энергообмен. И, кстати, по двойке кубков в этой колоде особенно свободной от меркантильности, вот либо это отношения, либо какие-то контакты, когда хоть и кубки нам говорят, то есть не совсем, да, о материальном, но тем не менее художник передает подарки, которыми обмениваются дети, но все же это дети, и мы именно в детстве бываем, ну, более открыты миру, открыты знакомствам. Вот посмотреть на мир глазами ребенка. Может быть, правда, у кого-то новые отношения, или когда вы готовы уже к новому знакомству, или оно уже состоялось. Так, посмотрим. Ух ты, вот тебе здравствуйте, уже идет император. Вот так вот сразу, да? Может быть, это отношения с каким-то сложным человеком. И вы ожидаете, может быть, и где-то меру ответственности, все-таки структура идет по этой карте. Для кого-то из вас был какой-то контакт, возможно, прежде. Вот с таким властным достаточно человеком, который позиционировал себя как человека сильного. И, может быть, даже это вы уже какой-то период в отношениях прошли. Вот у кого-то и так совпадет. Или пусть это недавние отношения, но человек хочет, желает казаться сильным в ваших глазах. Вполне вероятно. Ну, а сейчас посмотрим дальше. Но, тем не менее, по тем отношениям, которые уже складывались, я тоже такое допускаю, начиналось что-то очень хорошо. Но где-то и вы, может быть, в самом начале этих отношений
но радужных планов-то особо не строили. Может быть, где-то и наблюдали поначалу, а потом доверились. Давайте раскроем, так что же там было? Ну вот. Тут такая история, когда человек исчез, ну буквально карта отшельник. И вроде бы правда такая история с моментом и знакомства, да, или какие-то дела семейные. Вы знаете, у кого-то, мои дорогие, может быть, даже дела действительно с вашими детьми, когда у детей, даже взрослых, что-то меняется. Ну, может быть, буквально у кого-то женятся, замуж выходят и собираются оформлять отношения. Ну, вот как весть вот такая внезапная. А тут еще много каких-то иных вопросов в плане организации или в плане, где дети или пара будет жить. Может быть, это и касается вас самих. Но самое главное, вроде бы так все оно развивалось, и вдруг тебе отшельник. У кого-то будет, что не совсем тут новое знакомство, а отношения, которые ненадежны иногда по рыцарю кубков, в общем-то, такое проходит, которые вы-то воспринимали искренне, и вроде бы были какие-то обещания, договоренности, а в итоге вот один или одна. Так что же это было? Что это? Почему это так? Вы знаете, карта нам опять же не говорит, почему. Может быть, для человека это была какая-то игра. Или, может быть, человек, ну, вот как будто с подарком тоже стоит. Карты нам вот не причину не обрисовывают. Ну, может быть, хотя бы потому, что мы все разные. Но хочется сказать, какой-то период одиночества, то это точно был. И правда, у кого-то даже либо это новые отношения, которые идут либо через паузу, либо карта отшельник, это вы осторожничаете, потому что вы кому-то не верите. Потому что вот всякие яства, тут соблазны предлагают нашему отшельнику, а он как будто отворачивается, отмахивается. Не надо мне тут этих сказок, не надо мне тут чего-то такого супер или экстра, такого, которое хочется в это верить. Но есть момент, когда человек идет своим путем. Но у кого-то будет именно прежняя история, которая потом встала на паузу, а вот теперь какое-то возобновление. У кого-то дежавю, вот правда? А что еще? Хочется, конечно, мне сказать, что чувства вспыхнули с новой силой. Но и планетарно я могу предположить тоже такой момент, что для некоторых из вас люди могут пытаться вернуться в вашу жизнь. Но, опять же, планетарные транзиты нам говорят, а ты не замечтайся. Потому что если были серьезные проблемы в отношениях, то проблема ведь никуда не делась сама по себе. Тут надо хорошенько что-то подумать. Хотя сама по себе карта, вот посмотрите, туз кубков, как бы продолжение следует. Я бы даже сказала, хорошее продолжение. Может быть, у кого-то действительно, мои дорогие, это связано с детьми, с подрастающим поколением, но уже достаточно взрослым, которые вступают в брак и вплоть до рождения ребенка. И стоит вопрос банально, где кто живет, где кто располагается, такое тоже может быть. Или вы сами хотите несколько дистанцироваться, потому что тоже, ну, поколение все-таки разное, и у вас свои какие-то задачи, у вас своя жизнь, может быть, там интересы совершенно другие. Ну, а тут и несколько иные заботы, но и, да, вот как говорят, конфликт отцов и детей, а он все равно присутствует. Почему? Хоть вроде бы и наши дети, а ведь это самостоятельная личность. И так как дети представляют, мы уже так не представляем. Или когда вы даже, допустим, с супругом, когда-то это была ваша история, а потом случился развод. И тут у вас уже с той историей все понятно, а после этого развода вы встретили нового человека, а понятно, жилплощадь остается прежней. Вот у кого-то даже так банально. Я пытаюсь вот эти разрозненные карты сложить в какую-то одну канву, но вы перекладываете каждую карту на себя, потому что сколько нас, столько и историй. Так вот, тут все равно как будто, да, нам показаны двое, один другому открывает двери. То есть один приходит к другому. Может быть и так. Стоит ли открывать шире эту дверь или стоит ли мне туда вообще заходить? Мы ведь можем быть с позиции любого из партнера. Но тут как будто нам говорят, стоит. Все же туз кубков,
Тут явно какое-то продолжение следует. Но вот вы переложите. Тут отношения даже недавние. Я не могу сказать, что вот все ровно, гладко, может быть, и шло, а потом вдруг все-таки пауза какая-то она была. И это могла быть пауза по причине партнера. Может быть, точно так же вы решили устраниться? Ну хорошо, тогда точно надо спрашивать, а что же есть сейчас? Как это все понять? Давайте спросим еще у карты, я так думаю, подсказок нам дадут больше. Что есть сейчас, чтобы понимать, а что там дальше будет. Что сейчас в ваших отношениях? А ведь правда, смотрите, либо это новые отношения, а прежняя история, она каким-то образом, вот у вас стоит такая дилемма по части жилья. У кого-то будет так. Или, может быть, это жилье вызвано, то есть необходимость нового места проживания вызвана какими-то другими причинами, но старт начинается все-таки с одиночества. Вот, ну, так будем реалистами. И вот этот новый путь, совершенно нулевой аркан, у нас такой шут показан, который имеет ключи от пространства, от Вселенной. И, в принципе, он не торопится шагать в эту пропасть. Значит, он понимает, он как будто остановился. Нам художник именно в этой колоде пытается передать то значение, что нет закрытых дверей. Перед вами открыт мир, перед вами открыто пространство, дело вашего выбора. Но более того, ключи от этого выбора у вас сейчас в руках. От невидимых дверей. Что происходит прямо сейчас? А вот правда есть какая-то история, которая непонятна. Может быть, это прежде была любовь, было взаимопонимание, эмпатия, обещание, энергообмен, и вам казалось, что это надолго, ну, а то и, может быть, навсегда. И вдруг пауза, по Луне тысячи неопределенностей. У кого-то вот эти ключи нужно подобрать, потому что какая-то обстановка не совсем безопасная. Я такое допускаю по Луне. Это нам всегда говорят, избегай толпы. Вот я обычно в своих раскладах об этом говорю. Потому что внешняя обстановка оставляет много вопросов. Нет, опять же, какой-то четкости, ясности. По Луне это есть ореол или есть какие-то очертания. Конкретики никакой. И тем не менее, дверь-то у нас закрыта, а нам нужно попасть именно за эту дверь. В этой колоде прообраз Пизанской башни, поэтому и дверь под наклоном. И мы знаем, ну, по крайней мере, для тех, кто хоть раз пытался под наклоном дверь открыть, не идет она так туговато идет, это сложно. А тем не менее, нам говорят, вот это та дверь, куда ты должен открыть. Это то место безопасности, куда ты должен попасть. Тебе как будто именно нужно куда-то попасть. Как по судьбе, ведь это старший аркан. Девушка, которая беременная, прогуливается по берегу, она ждет. Ну, тут такое ожидание вполне осмысленное, осознанное. Она ждет ребенка. И есть какие-то процессы, которые не ускоришь никак. Да, мы, конечно, можем переложить и сказать, что и в ваших отношениях есть еще нерешенные вопросы или, может быть, вот это место, где вы ищете, да, как может быть и уединение, или куда переехать как возможность. Тут тоже связано с какими-то согласованиями, регламентом. Быстро эту тему не решишь. Но для того, чтобы решить окончательно, обратите внимание, дверь не имеет замка, только ручка, но она имеет стража дверей. И не кто-нибудь, а хамелеон. Как будто вот прямо сейчас вы понимаете, что вам нужно держать контакт, а человек как хамелеон. Есть момент недоверия, и, видимо, вы ожидаете любых сюрпризов. Не очень вы доверяете, вы пытаетесь сохранить именно себя. Что прямо сейчас? Вы знаете, но какие-то контакты будут продолжены. И тут весь вопрос синхронности. Дверь на дне бассейна. Она откроется от синхронности ныряльщиков. Поэтому, если будет вот этот взаимный энергообмен, значит, может быть, и стоит продолжать. Но, скорее всего, вы как на распутье. Может быть, вы рассматриваете вариант какой-то, вот кто-то банально, по жилью, по дому, вот конкретно, а кто-то продолжать мне эти отношения или нет. Что же прямо сейчас? Ну, как будто дверь-то открыта, но дверь шкафа, будем говорить. И нам трое, которые, ну, так вот,
развлекаются, хорошо проводят время, примеряя костюмы. Вот, видимо, поэтому и недоверие есть, потому что сыты, наверное, по горлам тем, что дает человек обещание или, может быть, ваш прежний опыт, который, ну, заставляет не доверяться. Но, с другой стороны, есть для вас интересная история, потому что ведь все же это карта праздника. Это чего-то более легкого такого. Да, мы хотим этого праздника или этих приятных эмоций. Сложно от чего-то отказаться. А для кого-то из вас, может быть, совсем недавнее все же знакомство, когда вот вы еще в этом состоянии где-то мысленно отшельника, а душа просит эмпатии, полета, каких-то более радужных эмоций, нежели одиночество. Вот это точно. А что прямо сейчас? Но вы тут склонны о себе много не говорить. Вы понимаете, наверное, как тот отшельник, все-таки вот эта тема, она где-то в вашей душе присутствует. Вы не готовы о себе рассказать много, и, наверное, это правильно. Вверху тоже, да, вот нам двое показаны, но вроде бы и с подарком идет человек, даже если мы предполагаем, что мы с позиции девушки. Мы готовы кому-то приоткрыть дверь, не открыть нараспашку, нет, но мы готовы наблюдать. Наблюдать и делать выводы. А если мы с позиции молодого человека, когда мы готовы словно уже к кому-то подарком, смотря кто меня смотрит, и вам тоже вроде двери приоткрыли, а откроют ли полностью, хотя вроде бы улыбается девушка, да, то есть здесь, знаете, вы допускаете, что есть какая-то игра, и вы себя пытаетесь обезопасить. С одной стороны, выйти, может быть, из одиночества, или, может быть, есть какие-то контакты, даже, может быть, в интернет. Почему нет? Вот по нулевому аркану такое может быть. Интернет-знакомство или отношения на расстоянии. И, может быть, уже какие-то отзывы или обмен впечатлениями с другими, которые тоже пытаются знакомиться в интернет. Мне сложно об этом судить, честно говоря, поэтому, ну, я понимаю, что интернет – это интересное место. Часто об этом говорю, но помните, отнюдь небезопасное. Тут себя надо сохранять, то это факт. Потому что, увы, очень много персон, которые, ну, играют на чувствах, сделав это источником заработка. Поэтому, если вы насторожены, о себе много не рассказываете, не включаетесь вот в эти новые отношения, да, то это правильная практика. Вы как будто пытаетесь просчитать, может быть, вот и смотрите расклады, но у вас шикарная интуиция. Ладно, давайте, что же прямо сейчас? Ну, надо же, тут прям какая-то победа. Вы знаете, я не могу сказать, что вот это ваша однозначно победа. Может быть, это и победа какого-то человека, который очень самоуверенный у нас тут император, что ему получится с вами возобновить либо отношения, либо что-то продолжить, либо вас заинтересовать. Буквально победитель двери открывает. Но по замыслу вот этой колоды, это как будто вы должны открыть эти двери. Это вам должны аплодировать. Может быть, все же жезлы. Это дела, работа, бизнес. И вы не только живете симпатиями, эмпатией, чувствами, а вы еще и самодостаточный человек. Вот я могу предположить еще и такой момент, о чем нам говорят карты, чтобы вы могли понимать, насколько это к вам, ну, олицетворяет то, что происходит прямо сейчас даже в вашей жизни. Это есть какая-то задумка, может быть, ваша карьера, или это какое-то ваше личное дело, может быть, творчество, у кого-то даже бизнес, пусть маленький, вы начинаете что-то, да, бизнес в интернет, может быть, и с этим интернетом будет сопряжено еще и или знакомство, или какие-то много контактов. И вроде как есть один контакт, который как бы выделяется из общего количества людей, с кем вам приходится, доводится контактировать. Ну, я могу такое предположить. Или, ну, есть же, наверное, сайты знакомств. Ну, они есть наверняка, но, может быть, и какие-то еще приложения существуют, которые, ну, позволяют людям знакомиться. Тут явно какая-то запутанная история, пока она не прояснена, она есть. Но помимо вот какой-то такой, ну, непонятной пока на сегодняшний день а, истории взаимоотношений, помимо всего прочего, у вас есть какое-то свое личное дело,
которая сейчас идет в гору. Вот мне хочется сказать так. То есть тут не совсем вы на кого-то надеетесь. Тут, скорее всего, на вас надеются, а ваша задача себя обезопасить. Вот я могу подвести такой итог. Ну, а уже то, что мы говорили по картам, тут перекладывайте на себя. Тут, правда, держи глаза открытыми. И что ты делаешь, и, может быть, и есть какая-то тут, ну, влюбленность даже, да, или просто приятное общение. Может быть, вы и виделись с человеком, тут же у каждого будет что-то по-своему. Но есть еще какие-то заботы либо о хлебе насущном, либо буквально какие-то ваши устремления, когда вы не собираетесь это на алтарь приносить пока еще непонятным отношениям, вот это факт. Или продолжению, или возобновлению. Здесь будет у каждого по-своему. Вот давайте мы и узнаем, что будет дальше вот с этой историей. О чем нам тут рассказывают, что будет дальше. Что будет, правда, дальше? Из чего? Точнее, что это будет из вот этой карты нулевого аркана? А приготовься к неожиданностям, нам так и говорят. Тут могут быть люди, которые делают какие-то быстрые заявления, или могут вам даже сказать «я еду», например. Могут вас куда-то пригласить. Тут передвижение по рыцарю жезлов определенно есть. Или это будет банально, как вестник какой-то, новость, информация. Что будет дальше? Но тут может быть явно что-то заманчивое и сложное. Два светила, мои дорогие, луна и солнце. Может быть, дай бог, чтобы какой-то период неопределенности он у вас подходил к концу. Мы все-таки смотрим на будущее. И карта солнца – это ориентир на месяцев 6-8. Выбор правильного направления. Безусловно, это карта радости, это возможности, это то, что нас вдохновляет, это то, куда нам хочется ехать, это нам хочется чем-то заниматься или встречаться с кем-то. Есть, безусловно, какое-то продолжение. Дверей закрытых вроде бы как и нет. Но, знаете, тут не замечтаться. Если наоборот, карта Луна светила, да, нам говорит о том, что прислушайся к интуиции. А по аркану Солнца у нас тут наоборот. Какие-то такие энергии, которые как призыв нашей души звучат. Или мы очень хотим что-то осуществить. Хорошо, что будет дальше? Поэтому солнце может быть как заманчивое предложение или какая-то новость. Не зря говорила, что у кого-то будут вопросы по части жилья. Будьте готовы тогда по части жилья. Здесь могут быть какие-то интересные моменты. Может быть предложение. Может быть вы сами, когда у кого-то купля-продажа, кто-то просто переезжает. Кто-то переезжает по работе, но десятка пентаклей как раз вопросы дома и жилья с учетом аркана солнца. Для кого-то из вас могут стать на кон как будто очень активно. И причем это отчасти неожиданно. Неожиданно, потому что, может быть, вы уже что-то думали, не получится. Или какой-то проект, или какое-то ваше желание тоже не пойдет. А здесь как раз появятся новые варианты решения вопроса. Здесь может быть и история личной жизни в плане того, что если прежде вы строили какие-то планы, как вот с человеком того, кого вы знали, все же вверху у нас аркан император. Было явно какое-то общение. Ну, я пока не знаю, конечно, это мы увидим, что будет дальше, да, может быть, сейчас вот нам раскроют. Но десятка пентаклей вообще очень добрая карта, когда как раз вопросы дома, они могут обсуждаться вновь или совместного проживания. Другой разговор – ваше доверие, может быть и так. То есть личная жизнь с теми отношениями, которые были когда-то планируемы, которые, может быть, теперь возобновляются, кому-то это важно услышать. Хотя, если новое знакомство, тут может быть обсуждение именно личных тем о том, каким образом быть, жить, буквально вместе. У кого-то, если это тема, которая касается денег, ваших достижений, вот такой у нас сегодня расклад, то здесь тоже по максимуму. Десятка пентаклей, она настолько такая многогранная, в себя включает и финансовый вопрос, и вопросы жилья, и одновременно вопросы семьи, вопросы отношений, причем таких надежных, и уже продолжение. Ну хорошо, так а что же будет дальше? Как будто вам нужно куда-то будет
отправиться. Такое я допускаю. Но помимо всего прочего, это карта выбора, когда мы, может быть, оказываемся в сложной ситуации, а выбор нужно делать. Иногда мы ищем выход из создавшегося положения, но выход мы тоже находим. Хорошо, с чем это связано? Вы знаете, тут какая бы ни была история, вот давайте подведем итоги. Карта мага. У вас намного сильнее позиция, даже если вот все то, что нам рассказали карты, тянется из давнего прошлого, будь то отношения или какие-то ситуации рабочие, или это связано с жильем. У вас теперь есть необходимый опыт, когда вот эти неожиданности вы встречаете, ну, знаете, лицом к лицу. Вы уже не боитесь смотреть в глаза собственной тени тоже, потому что уже какой-то опыт пережитый у вас определенно есть. И явно вот этот туз кубков и шестерка жезлов будет говорить, что в вашу жизнь пытается прийти какая-то возможность. Вам нужно как будто проиграть, разложить этот пасьянс полностью, мои дорогие, правда. Нельзя вот отмахнуться, сказать: «Нет, я не верю, все, пока». Пронаблюдать, верховная жрица, нужно обязательно. Здесь могут быть и манипуляции, мы пока этого вообще не отрицаем, да и любой расклад – это не есть что-то долженствующее, все же мы все разные. Может иногда и говорить карта о человеке, который пытается манипулировать, почему нет? Но-то и вы в таких же энергиях, мы ведь на вас, что дальше будет. Да, может быть и будут контакты с таким человеком, но и вы-то интуитивные. Вы интуитивны настолько, что вы вот эту фальшь можете чувствовать. Но иногда нам в жизни судьба не оставляет ничего другого, как какой-то двойственный вариант, а третьего не дано. Мы либо принимаем что-то, либо мы отказываемся. А вот именно так, как мы хотели, или идеально мы представляли, или желали всей душой, нет, нам как раз дает какую-то возможность или какой-то выход, дает судьба, но для того, чтобы правильно что-то сделать, нам самим тоже необходимо быть вот этим магом и волшебником, ведь это великий практик. Может быть, что-то и подстраховать. Ну, какой-то вопрос, тему, узнать, например, как работает в отношении вас закон, или провести какие-то очень важные, ответственные темы, ну, как разговор откровенный. Давайте еще одну карту. Что же будет? Прояснить точно стоит. Потому что, вы знаете, вы столкнетесь как и с людьми, так еще и с обещаниями, но вы будете выбирать. Либо вы будете закрывать вот этот грот, да, как нам человек показан. Непонятно, не то закрывает, не то открывает. По семерке жезлов я всегда говорю, что время концентрации на самом себе. И это не просто слова. На вас будут оказывать воздействие люди, какие-то, может быть, новости. С одной стороны, это могут приходить и наши желания. Ну, когда вот нам что-то говорят, нам это приятно слышать и хочется верить. Но это тема, которую принесли нам как бы извне, конкретный человек. А надо ли нам в этот вопрос включаться, нам тоже нужно разобраться. И вот непонятно, не то открыть таки вот этот грот, и кого-то впустить буквально в свою жизнь, или все-таки закрыть и закрыться самому. Вот приготовьтесь к такому выбору. И тем не менее, слушайте свою интуицию, вам нужно что-то просчитать. Какой-то запасной аэродром, я тут вижу, нужно иметь. Но и ни одна из карт не говорит о полном доверии. Ну вот, увы, так. Ладно, давайте посмотрим, а что же нового придет в вашу жизнь? Что нового идет на ваш порог? Здесь вот больше как вариант либо развитие уже существующих отношений, либо даже возврат прежних. Вот, а что нового? Ладно, хорошо, даже пусть допускаю, что это будет касаться именно взаимоотношений, которые, ну, которые когда-то развивались. А что нового? Вот нам человек показан, который вроде бы проходит мимо дверей, да, дверь закрыта. И вроде как он всем видом хочет показать, что я здесь был, может быть и так, но как вариант и остаться неузнанным. Представляется этот человек как будто слепой. Может быть, будут такие разговоры неожиданные где-то для вас, когда человек будет объяснять, что он чего-то не понял или
Будет даже говорить, что вы ему недостаточно хорошо что-то рассказали или с какой-то путаницей типа связано. Но всегда по четверке мечей это словно кто-то за нами наблюдает, может быть и сейчас, вот да, что нового. Тут не совсем новое, тут новые методы, я бы сказала. Ну, это может быть как и новая какая-то хитрость, или буквально за вами наблюдают. Но и вам-то словно нужно иметь такую шапку-невидимку, перевоплощаться. И если вы за собой никогда актерского мастерства особого не замечали, но, видимо, играть придется, потому что, похоже, по четверке мечей какая-то игра все-таки может быть в отношении вас. И, может быть, это так в разведку куда-то отправиться вам придется. Я такое тоже не исключаю. Когда это вы, да, ну, вот так вот аккуратно находите информацию или понимаете, на каком вы как бы свете, да, как в отношении вас работает закон, смотря какие вопросы вы решаете? Или ищете недостающую информацию, чтобы для себя что-то прояснить? И как будто карта говорит, все методы хороши. Но нужно знать правду. И может быть такой момент, когда и для вас человек закрыт или закрылся, вот к этому тоже будьте готовы. Возможно, даже если новый человек приходит в жизнь, он как пришел, я не исключаю, что он может пропасть, мои дорогие, как бы не было печально. Но по четверке мечей это не карта активных действий. То есть обещания, вот как нам говорили, да. Может быть и обсуждения какие-то были тоже, да. Но по четверке мечей это мы больше приводим мысли в порядок. Поэтому вам как будто нужно опередить на пару шагов. Вам самим, вот если выпадает две карты, как маг, так и верховная жрица, тут и если наша жизнь сталкивается с манипуляторами, то нам ничего не остается, как самим быть в этих же энергиях, одевать, может быть, маски, вот как этот человек. Если мы трость уберем, в темных очках человек просто прогуливается мимо дверей. И он хорошо сложен. Торс великолепно развит. А все же люди, которые страдают недугом слепоты, они имеют немножко вынужденное положение. А здесь нет, нам почти ответ показан. Давайте мы посмотрим, что же нового. Это вы для кого-то как маяк, мои дорогие. Это вас кто-то может вот так вот, вообще карта будущего. Но это вам кто-то может больше, я вижу, рассказывать о будущем, что вот будет так-то и так-то. И, может быть, вы, конечно, как пытаетесь проверить человека, да, вот если мы берем вот эти две карты. Давайте я еще одну достану. Что же будет нового? Сама по себе карта нового. Вполне вероятно, этот триплет — это вы за кем-то наблюдаете, анализируете, делаете выводы. Может быть, не торопитесь с места в карьер бежать на чьи-то призывы или какие-то обещания, а анализируете для себя. Но, тем не менее, у вас-то как раз благодаря этому и будет сильная позиция, потому что по тузу мечей вот этот лабиринт таки заканчивается. Мы все-таки выходим. Как будто вот эти врата мы нашли, и они абсолютно открыты. Ничто нас не сдерживает. Но я могу предположить, что какой-то вы можете столкнуться, тем не менее, по тузу мечей, когда нет других вариантов, а есть только какой-то один. Давайте еще раскроем, что будет нового. У кого-то новый человек. Правда, вы знаете, не торопитесь, хочется сказать, если состоялось недавнее знакомство, не торопитесь доверяться. Если какой-то человек, мои дорогие, тоже пытается, ну, как в реку войти дважды, возобновить что-то. Человек может быть уверен в собственной какой-то неотразимости по королю жезлов. Это у нас харизматичный лидер, да, вот у нас тут король на фоне Стоунхенджа, как бы дверей закрытых нет. Да, но тут человек действует по своей команде, указке, никто ему не советует, это он сам всем будет давать советы и приказы. Воздействовать на таких людей практически невозможно. Но он может думать, что я такой неотразимый, буквально может быть такой мужчина. Мои дорогие девочки, что он уверен, он победитель, он завоеватель. И, ну, как все падут ниц. Ну, наверное, это не совсем ваша история, потому что нам говорят, тут надо хорошенько подумать, что будет нового. Я, кстати, допускаю, что это может быть и еще какое-то знакомство, вот правда? Тут какая-то история у вас может получить развитие, у кого-то с домом, или даже пусть это будет связано с финансами.
Но я могу предположить, что и новый человек пытается войти в вашу жизнь. Рядом у нас вот шестерка мечей. Это тоже может быть интернет-знакомство. Тут даже не один может быть человек. Или какая-то запутанная история, может быть. Я, вы знаете, даже не исключаю, когда, ну, это не очень правдоподобно, может быть, звучит, но когда человек завершает прежние отношения и, к примеру, под видом, если интернет, под видом какого-то другого человека, но это будет тот же самый, пытается заново войти в вашу жизнь. Вот вообще все то, что касается интернет-контактов, будьте вы на всякий случай внимательны. Шестерка мечей – это карта заслуженного успеха, и это прекрасная карта на перемещение, на путешествия, на поиск информации недостающей, на первые шаги или на работу посредством интернет, изучение языков, какой-то новой культуры или новых технологий. Ну, а что же нового идет на ваш порог? Может быть, как общение какое-то, то это да. Вы знаете, тут нужно вот интересно, да? 2 короля у вас выпадает. Может быть, и правда у кого-то из вас такая ситуация, что вы сейчас ведь это те люди, которые готовы взять ответственность. У кого-то из вас может быть любовный треугольник. Вот я говорила по тройке кубков, те девушки, которые у нас как будто хорошо проводят время, карта праздника. Иногда тройка кубков – это, ну, когда третий лишний, может быть и так. Может быть, действительно вы станете на выборе, потому что как между двух партнеров, между двух огней. И я бы не сказала, что выбор-то есть. Вы как будто уже внутри себя уже сделали вот этот самый выбор. Вот интересно, а с чем это связано, король жезлов? Ну, правда, человек за вами наблюдает. Хотите верьте, хотите нет, но надо быть в плане интернет точно осторожным. Вот я предположила, да, что это даже один и тот же человек, который пытается быть под разными именами. Может быть, с кем-то вы прекратили контакты, и ничего не стоит зарегистрировать новый аккаунт под новым ником, зайти и пытаться попробовать с вами отстроить какой-то контакт или подойти вам как вот заново, вот такое я предполагаю, и начать что-то говорить, обещать. С одной стороны, король Пентаклей – это надежный человек, как будто все же есть в вашей жизни, может быть, это вы сами, особенно мои дорогие мужчины. И, кстати, если мы говорим о интернет-знакомствах, есть и девушки, и женщины, которые тоже, хотя выдают они себя. Кто знает, там может быть товарищ из Нигерии сидит, вот ни больше, ни меньше. Но выдает, позиционирует себя, как будто это он прекрасное дело. Но будьте вот, явно какая-то интернет-тема присутствует, мои дорогие. Если вы работаете посредством интернета, да, или где-то благодаря, да, вот общению, я думаю, что вы уже человек где-то подкованный, вы понимаете, что нужно себя беречь. Так вот тут вот все же я вижу король Пентаклей – это великий консерватор. Вот вам сейчас консерватизм помогает отделить зерна от плевел или окончательно разобраться, кто тут какие маски надел и с чем тут это связано. Тут есть какая-то запутанная история. А она может выглядеть, или вам пытаются ее демонстрировать как нечто новое, а по сути это хорошо забытое, старое. Ладно, давайте мы с вами узнаем, а что же будет продолжаться. По умеренности ничего не меняется. То есть вот да, тут вот что-то продолжается. Колесо фортуны. Продолжаются отношения, у кого-то продолжается ожидание. Вроде бы много каких-то интриг, да? А заканчивается аркан умеренности. И если даже отношения недавно были построены, они вдруг замолкают. Или человек, который, может быть, заново объявился, вдруг опять куда-то пропадает. Вот к этому, мои дорогие, будьте готовы. И потом умеренность – это когда, да ничего не меняется, какой-то опять день сурка. Вы надеетесь, как на колесо фортуны, может быть и так. Но, может быть, это колесо фортуны вам дает подсказку, что ты уже был как
в миллиметре от этого выхода, почему ты заново в какую-то историю попал. Вот что-то такое. Время делать выводы, если мы говорим, что будет продолжаться. Какие-то выводы могут продолжаться, но по колесу фортуны здесь может быть как и неожиданная информация, какая-то новость, с чем она связана. Она связана с тем, что, может быть, это для вас, ну, как известие. Все-таки рыцари в первую очередь это вестники. Может быть, это вы ждете какого-то известия, хорошо. И что это, к чему это известие? Здесь может быть закрутится, тем не менее, какая-то тема, когда это будет связано либо с поездкой вашей куда-то, или к приездам человека к вам. Вдруг он резко засобирается. Вы знаете, может быть такое. По крайней мере, это может звучать. Хорошо, что же это такое будет продолжаться? Все-таки хочется сказать, прекрасная карта колесница, которая говорит, не оглядывайся назад. Тебе как будто слово вот только вперед. И рядом рыцарь мечей, тем не менее, это вот у вас два рыцаря. А колесница это всегда что-то новое и заманчивое. Но, может быть, мы спросили, что будет продолжаться. Как будто есть уже какая-то застарелая история, которая, как колесо фортуны, может быть, и выглядит, или связана с какими-то вестями, новостями, которые вроде бы сулят какой-то момент квантового скачка, перехода отношений на новый уровень. А тем не менее, по рыцарю мечей нам говорят, не факт. Вот если ты, как будто если тебе прежде какая-то история закончилась фиаско, закончилась ничем, нет смысла заново биться в эту дверь, стучать туда. Или ты можешь буквально проломить, да, как будто сил хватит, но то, что ты увидишь, тебя не обрадует. Не обязательно, по крайней мере, что тебя обрадует. Так что же будет продолжаться? Будет продолжаться, наверное, то, что вами уже испробовано, надежно, ваши близкие. Или какая-то, может быть, дружба, но это может быть точно так же, с учетом рыцаря мечей. Знаете, дорога в никуда, когда была переписка, а потом, ну, люди перестали писать, и как бы закончилось ничем. Шестерка кубков в этой колоде, дверей закрытых нет, безусловно. Но это больше то, что связано с нашими близкими и родными. Это то, что нам знакомо. И не виртуально, а вполне реально. Вот реальность какая-то, она будет продолжаться. А тем не менее, если мы рассматриваем историю любви, я не вижу вот в этом ряду каких-то продолжений. Единственное, по аркану колесница здесь вполне вероятно, для кого из вас собственное творчество или вот эти задачи самовыражения, то здесь, скорее всего, здесь будет какой-то вас успех даже ожидать. Вот, может быть, поэтому и важно не совсем окунуться в эмоции, не, ну, не раствориться где-то в обещаниях или в предстоящих, как знаете, встречах, да, мы можем быть окрыленны. Нет, тут надо себя беречь, по крайней мере, я вижу так. Хорошо, а кто нам делает шаги навстречу? Давайте спросим. Кто вам делает шаги навстречу? Карта императрица. Кто вам делает шаги навстречу? Я достану еще одну карту. Вы знаете, я не могу сказать, что к вам кто-то навстречу делает шаги. Скорее, за вами будут наблюдать. А императрица, надейся сам на себя. Правда? Навстречу могут сделать разве что близкие, и то я сомневаюсь с учетом восьмерки пентаклей. Это вы сами делаете своей удаче, счастью шаги навстречу, занимаясь работой, продвигаясь самую себя или решая какие-то задачи по части, может быть, и недвижимости. Или вот это все-таки карта профессионала, когда, ну, наверное, не эмоциями, чувствами едиными. Может быть, для вас навстречу в какой-то ситуации, правда, откликаются родственники. Все же по императрице дети откликаются. И как раз по шестерке кубков нам и говорят, что вот в реальности кого мы точно знаем. И те, кто знает нас. А это не про виртуальность. И по императрице это ведь тоже. Но, тем не менее, мы не можем себя поставить как будто под удар. Скорее всего, ну,
У кого-то может, правда, вот то дежавю, если вы сейчас раздумываете, как будто человек исчез, потом опять заново появился в вашей жизни. И вы можете сейчас раздумывать и поэтому смотреть расклад, стоит ли доверять или нет. Конечно, это аркан трансформации. И, ну, знаете, основной критерий, наверное, если человек желает продолжения отношений, то он не ставит все на паузу, а он сам готов двигаться, наверное, в отношении вас, а ваше дело наблюдать, ваше дело себя сохранять. Не торопиться, может быть, самому. Да, тут и нельзя подзастрять. Тут ведь может и, знаете, как прелюдия новых отношений. А мы все сидим, вот как этот человек на погосте. А песочные часы в руках говорят, что время уходит. Поэтому тут не надо ждать, тут не нужно надеяться на что-то. Вы проходите трансформацию какую-то. Я бы не сказала, что легкую. Ну, вот я не вижу, по крайней мере, в реальной жизни, что кто-то делает шаги навстречу. Только вот это прошлое, в чем надо ставить точку и выходить самому навстречу своей судьбе. Что будет в доме? Будете вы, и будет дом. А вот как раз на дом, на деньги. Очень даже хороший период, мои дорогие. Но по девятке Пентаклей мы тут немножко обособленно держимся. Посмотрите, карта финансового успеха, помощи высших сил. Что будет в доме? Достаток в доме. И правда, я уже говорила, что какая-то победа в плане достижений, решений финансовых ситуаций. Вот тут это то, что, можно сказать, само идет в руки. Это вы открываете двери дома, кому сочтете нужным. А по шестерке Пентаклей это будет какой-то сюрприз. Вы не одни. Вас словно высшие силы поддерживают. Давайте, что еще будет в доме? Будут еще какие-то неожиданные новости, которые вы услышите случайно. Телепортацию нам показывают. Вроде бы и дверь закрыта, но только не для вас. Значит, вы, если хотите какой-то вопрос прояснить, не для вас ничего невозможного. Хорошо, давайте посмотрим, что будет в поездках, в перемещениях, в путешествиях, какие энергии. Королева мечей, тут главное не замечтаться. И деловые, скорее всего, будут поездки, и сохраняйте себя сами. Ни разу не про иллюзии. Скорее элемент, знаете, вот осознанности, когда мы что-то делаем или буквально куда мы ступаем, мы успеваем подметить, что вокруг нас происходит, что говорят люди, или куда мы делаем следующий шаг. Нельзя замечтаться. Вы можете оказаться в центре даже внимания, мои дорогие. Мы просто смотрим энергетику. Вы можете оказаться в центре внимания, если у вас есть свое творчество, опять же, или на работе даже, вот вы, может быть, эксперт, специалист. Здесь можете быть именно как-то влиятельной через вашу работу, через вашу занятость, через ваш труд. Но королева жезлов еще нам говорит о том, что нужно сохранять самое себя, собственные планы, мои дорогие. Здесь, правда, какая-то ваша сильная позиция, но тем не менее, здесь может быть и какое-то знакомство. Даже для вас, мои дорогие девочки, здесь может быть, ну, может быть, знакомство именно с женщиной, почему нет? А для вас, мои дорогие мужчины, это может быть знакомство с женщиной тоже. Но тут давайте достанем еще третью карту, потому что не совсем понятно. Любовный треугольник, мои дорогие. Поэтому что будет в поездках, перемещениях? Как будто мужчина один, а женщина две. Вот и так может быть. И опять же ситуация выбора. А если вас кто-то куда-то приглашает, будьте готовы, правда, к неожиданностям. Вполне вероятно, ну, человек, я не могу сказать, что будет поступать так достоверно, как он обещает. Поэтому какой-то подстраховочный вариант, как если бы вы остались один на один в чужой местности, может быть, даже в чужой стране. Что вы будете делать, как вы будете действовать? Вот какой-то запасной аэродром нужно иметь. Тут внимание к путешествиям, поездкам, потому что есть какая-то двойственность. И непонятно, с чем это связано, мои дорогие. И есть какой-то выбор. Может быть и выбор ехать, не ехать. Или куда ехать, в одном направлении или в другом. Можно и так. Или какие-то уговоры. Но решать, выбирать только вам. В целом же, что будет, хочется спросить. Какой итог?
Но вы как жизненный экзамен проходите. Это правда. Вот именно как контрольный какой-то, как контрольная работа, да, или дипломная работа, как этот человек делает двери, и это профессионал. Но он совершенствует свой профессионализм. Что будет? Какая-то новость будет, когда человек буквально либо позвонит, либо объявится, какую-то весть вы получите. Но тоже, вот вы знаете, вам нельзя замечтаться, в очередной раз повторяю. Человек за спиной держит какой-то предмет. На первый взгляд кажется, это два кольца. А если мы посмотрим, никакие не кольца. Тут какой-то хитрый узор или какое-то переплетение. Что он задумал? Нам вот где-то заставляет задуматься, с чем он стучится в эту жизнь. Почему на нем шутовской костюм? Так что же будет дальше? Ну, тут вообще карта праздника после победы, мои дорогие. Может быть, дай бог, чтобы вы получили какую-то весть, и у вас дело, может быть, по части жилья или финансов. Все же жезлы, дела, работа, бизнес или откуда к нам приходят деньги. По этой части тут будет действительно успех и какая-то победа. Но по четверке жезлов мы ведь сохраняем сами себя. Поэтому что будет? Да, в какой-то сфере ваших достижений точно будет успех. Или можно решить какой-то финансовый вопрос. Но как будто двери вы сами закрываете. Это некоторая охрана, когда все, кто нужен, кто важен, они как будто в сборе. И кто знает, может быть, кто-то в ваши двери стучаться будет, что будет дальше. Тогда, когда это вы не захотите кому-то эти двери открывать. После экзамена жизни. Давайте спросим совет. Без иллюзий. Явно хитрость, обман, все-таки семерка мечей. Говорит, будь настороже. Мы не девушка, которая, видя закрытую дверь, рисует ее открытой, в надежде, что настоящее откроется. И семерка мечей – это карта вора, мои дорогие, хоть нигде и не прописано. Разделяй по пажу кубков – это тот человек или те люди, которые убивают буквально время. Нам показан паж, хотя в виде пажа взрослый человек, уже такой зрелый, я бы даже сказала. А тем не менее он нам прописан как паж, поэтому возраст значения не имеет. Вот тоже как подсказка, мы ведь совет с вами достаем. Пусть почтенного возраста, но ведет себя как ребенок, может быть, какой-то человек. Не понадеешься и ответственности не потребуешь. И лоза, да, это он ищет так воду. И колода 78 дверей – это современные карты. И в наше современное время добыть воду 1001 способ, как это сделать и быстрее, проще. И тем не менее, вот нам показан такой человек, который сам бредет, не зная куда, и непонятно, чем он занимается. Вести какие-то могут быть, приятные вести или приятное времяпрепровождение, но не более. Еще совет. Ну вот, понимаете, как может быть и обман какой-то, потому что нужно убить время. Вам нужно в этом разобраться. Вам, знаете, наверное, основная задача научиться разбираться в людях. Вот эти ключи подбирать. Здесь может быть какое-то сообщение, какая-то новость. И мы можем чем-то вдохновиться, или мы можем, наоборот, от чего-то расстроиться. Вот вам как будто нужно беспристрастно. И не туда, и не сюда. Вам нужно именно подобрать ключи к правде. Не бояться этой правды, чтобы не попасть либо в какую-то зависимую дурацкую ситуацию, правда, либо в какие-то пустые обещания. Давайте еще одну карту совет. Ну, неожиданно. Или еще куда не попасть, в пустое ожидание. Когда есть образы. Да, дверей нет, но это образ. Там буквально показан человек, который молится на этот образ, а конкретики нет никакой. Вот все то, что нам выпало, не говорят карты о том, что вы можете на кого-то надеяться, окромя самой себя. Мои дорогие девочки, это точно. Но мужчина тут тоже вы можете где-то замечтаться, я говорила уже. Поэтому, ну, мужчины более рациональны, и вы быстрее определяете, хотя тоже не исключены какие-то манипуляции.
Я так думаю, более выигрышной где-то позиции, потому что и королева-то кубков ожидания. Здесь мужчина, наверное, не согласен долго ждать, но разве что это когда бездействие какое-то с вашей стороны и пустые надежды. Вот их быть тоже не должно. Пока мы кого-то ждем, мы хорошая приманка в виде того человека, который готов на все. И тогда вот такие персоны, которые просто убивают время или ничего не стоит, 1000 обещаний каких-то дать, нам путают нашу жизнь, а нам нужно, наоборот, находить ключи к правде, чтобы прояснить то, что скрыто, как будто, да, вот за этими дверями открыть, встать, открыть эту дверь и увидеть, что же есть на самом деле. Непростой расклад, неожиданно совершенно. Буду благодарна вашим комментариям. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за вашу искренность, за вашу поддержку. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.